Ой-ой-ой. Ну что, всем привет, вот наконец-то мы начали строить наш бодикарт, или как-то так мы не придумали, как его назвать. Мы уже сварили нашу раму, и знаете из чего? Из нашего старого батута, который немного согнуло при погибели. Я уже прикинул мотор, как уже будет стоять. Вот, крутой выхлоп, правда? А? Так и оставим. Давай, сейчас, смотрите, как это все будет. Вот, я буду сидеть здесь, тут будут же вот будут педали, и вот он будет руль, гляньте, вообще четко, да? Мощный мотор, в нем около 22 лошадей, а в пилке 5. И тут еще 4 скорости. Представьте, как он будет ехать. У нас осталось собрать там рулевое. Сейчас мы поедем на рынок и купим все, что для этого нужно. Видимо, она долго стоит. Все. О, она завелась. Видимо, это сапар. Honda Suzuki. Будешь лучший парень YouTube. Да наконец-то хоть что-то может Бля, на титанах. Ёптика. Давай. Вован, а ну глянь пацанам рабочее или сцепление, или тормоза на Жигули. собрать то, что казалось бы невозможно собрать. Колеса. А как еще она зарегистрирована? Никак. Как Жигули? Ну да. В общем, что, надо ехать и строить. Пойдемте примерять, как это все будет выглядеть. Так, а это у нас что будет выглядеть? Да. Гляньте, как круто. Машинка получается. Так, вот она наша звездочка. И как всегда, гляньте, как идеально. О! Все ровненько. Это будет задняя ось. Диск тормозной будет где-то вот здесь. Вот так. Здесь тормоза будут стоять. Вот здесь бак. Как раз вот карбюратор. Вот. Водопроводное крепление для трубы. Понял? Задняя оська у нас так крепится. Да. Это у нас получается будет рулевой кулак. И у нас сможет колесо так поворачиваться. Вот у нас уже готов наш руль. Вот они с-под велосипеда, да? Да, да, да. Велосипедная каретка. С педалей. Ребята, есть тормоза. Вот Жигулей только цилиндр купить потом. Та-дам! Становись сюда. Колесо уперся. Мы уже сделали нашу электронику, все. У нас есть искра. Сделали газулю. Вот гляньте, какая газуля у нас интересная. Из 2 ключей сваренная. Хватит. О! Сука, вчера было все хорошо. Что-то с движком не то. Чё ты, чё? Котел один не работает и все. Датчик ухола вафля, наверное, пришла. Ну, мокрое освещение. Мокрая и черная. Ну, это сухая и белая. Определив поломку, мы поняли, что лучше купить новый датчик холла. БУ есть БУ. И нашли на AliExpress. Я не забываю активировать кэшбэк и возвращаю с каждой небольшой покупки часть денег и вам советую. Тут можно посмотреть отзывы и рейтинги продавца. В умной корзине уже есть несколько товаров, чтобы отслеживать цену. Устанавливается очень просто. В один клик. Регистрация через почту или соцсети. Кэшбэк удобный, надежный. Почти все популярные магазины тут. Вывести кэшбэк можно на карту, но я обычно вывожу на телефон. Нравится, что вывод от $1,5. Такого не встречал нигде. В общем, устанавливайте прямо сейчас и экономьте с покупок. Оставляю вам промокод на повышенный кэшбэк. Знаете, что у нас случилось? На коленвале был плохой сальник. Это раз. Под головкой у нас была плохая прокладка и было видно, что выбивает бензин.
Это 2. И третье, на втором цилиндре на свече стоит ремонтная подставка для свечи, так как была сорвана в голове резьба. Купили вот такую вот штучку. Эта штучка называется у нас гужон, оказывается. Вот. Нарежу резьбу, кручу эту штуку. Ну, я думал, что это катушка, но оказалось, что не катушка. У нас сломалось колесо, и я не смог толком это все протестировать, потому что, смотрите, у нас отвалилась вот эта вот штука под корень вообще. Поэтому мы купили еще один обод. Мы сейчас возьмем вот такую вот шайбу, и будет усиление. Мы вкидываем, ввариваем. У нас получилось усиление китайского обода. Поставили наконец-то наш бак. Он теперь вообще огонь. Ну, нормально. Аж бензин завоняло. Сливаем бензин. Не подсосешь, не поедешь. Закон таких карбюраторов. И передняя она подкачать еще. Ух ты, нихера себе. Хватит. Выталкиваем. Вот это и весь ход тормозов. Нифига себе! Ого, с первого дергания завелась. Ого, я прям сам в шоке. Ого, аж на ногу наехал. А чё ты так? Все равно один котел хватывает, а другой не хватывает. Сейчас посмотрим. Ну, что-то льется, но... Вот, глянь, мусорина какая. Грязь или что это такое? Ну там мусора просто пипец. Давай эту подожмем сразу. О, все. Котел тупо не работает. Я думал, там сейчас пламя вырвется оттуда, с глушака. Почему? Катушка вахта, что ли, получается? Ну, изначально, у нас сначала этот котел не работал, а этот идеально работал. Теперь этот у нас перестал работать, а этот идеально работает. Это мистика. Никакого спортзала не надо этой херни. Либо опять бак засрал весь карт, либо все-таки в натуре катушка. Но больше нечего, все, компрессия есть, засасывает хорошо. Сука. Почему? Почему? Здрись мокрый вообще. Я в расстройстве. Я в печали. Расскажи, Стасян, что изменилось? Что у нас в аппарате? изменилось? Главное, что у нас изменилось, это у нас мотор наш изменился. Так как на ижевском моторе почему-то отказывает один котел. Вот он, наш явовский мотор, он намного здесь круче смотрится. Одной ножкой мы заводим мопед, потом переводим в положение переключения скоростей и ставим эту ножку. Потому что это Ява, здесь одна ножка отвечает за две функции. О, закапало. Так, зажигание, щелк и пробуем заводить. О, что-то было.
Ты что, заднюю скорость сделал? Ага, с бугра называется. Все банально. Клемма с аккумулятора слетела. Как так-то? Один котел все равно на высоких не работает. Сука! Но она едет. Так а что, зажигание надо Да подшаманить? я ж выставлял его, аж хрен его знает. Где там оно будет раньше, где оно там будет позже. Давай попозже. Чуть-чуть сделаем. Что-то я не рассчитал. Сука. Что такое? Да думал, сейчас угла, короче, даст. И не дал, короче, и я в трубу дал, короче. Что тут нормально все? Нормально вроде все. Смотри, ты кого-то раздавил. Не, это я не доехал. ДТП оформил. Вот поэтому одевайте шлем. Он мне, правда, не помог, но все равно одевайте шлем. Вроде все нормально. Ты чё? Все, кіна не буде. Электричество кончилось. Ну как я так? Стакан лошара ты. Ну, в общем, вот первая серия и подошла к завершательному концу. Слушай, ты лавочку О, ну это. это теперь колесо будет выкручиваться. Смотри, короче, лавочку поломал. больше. Я знаю, что я лавочку поломал. У нас теперь одно колесо смотрит в другую сторону. Вот, смотри, я бы это ровно поставил, Да, я вижу. а это лентик. Вот эта тяга погнулась, вот она, даже видно. Краску я слез. Да что ж мне так не везет? А, еще и задней на частью ноги ударился. Да надо рейку рулевую поставить, потому что резкий руль, он прям... Ну зато какие кадры бы! Какие кадры! Это стоит этих кадров! Ничего себе бы! Видишь, руль погнутый. От удара, прикинь. Ай, кошмар. Это противоугонка. Снял руль такой, короче, и пошел. Для дальнейшего тюнинга мы возьмем вот такие вот две трубы. Ну как трубы? Остатки батута. Пишите в комментах, как вы хотите. Смотрите, можно сделать баги, чтобы она была вот так. Второй наискосок. А третий, вот здесь будет для мотора. А вот здесь чисто будет именно кабина пилота, как в каких-то таких спортивных интересных карах. Зашьем пол. Сделаем выхлопную трубу, может быть сорс стекла сделаем еще лобовое стекло, ну такое небольшое, чисто чтобы грязь не летела. Доведем как бы до ума, чтобы можно было по окраинам города на нем попробовать прокатиться и посмотреть на реакцию других людей, как они будут охреневать с того, что как этот телега будет валить. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, ну а мы будем продолжать строить наш корч и покажем, что в следующей серии в нем изменится.